Всем здравия! Тема сегодняшнего выпуска – это подписи. Приходит огромное количество писем о том, как правильно расписаться, подписаться, как правильно поставить свой автограф или закорючку. Где главная подпись, где второстепенная, где подпись просящая, где подпись имеет свойство приказа. А также мы рассмотрим ту подпись, когда нужно расписаться, зачеркнуть и написать ЕВЗ-29. Давайте разбираться. Начнем мы сегодня рассмотрение с заявления о выдаче исполнительного листа. Шапку и саму форму мы не берем в расчет и смотрим, кто у нас заявитель. У нас есть заявитель практически посередине, но снизу его должен будет кто-то зафиксировать, либо одобрить, написать «одобрено», выдать копию решения. Здесь идет роспись просящего. Давайте рассмотрим заявление о выдаче паспорта. Сверху у нас есть подпись заявителя при подаче, при получении, но ниже идет главная подпись, кто дает разрешение на выдачу и получение паспорта. Просящая и выдающая, либо разрешающая. Так, давайте рассмотрим ходатайство от суверена. Ходатайство, чтобы соблюсти форму. Снизу мы видим, что ходатайство написано у нас в виде приказа с подписью посередине, чтобы ниже не оставалось подписей для других должностных лиц, соответственно, выполняться беспрекословно. Это роспись, подпись или автограф в центре. Можем рассмотреть простые заявления, допустим, на отпуск. И здесь опять же идет подпись лица просящего, и снизу расписывается директор, разрешает человеку выйти в его отпуск. Здесь у нас заявление выхода на работу в свой выходной. Соответственно, Кунов сам просит о том, что я выйду в выходной день и прошу вас перенести мой выходной на другой день. Я готов работать в выходной день. Ну и директор, конечно, пишет согласовано, разрешаю. А даже если рассмотреть договоры займа, это тот же вексель. Слева у нас выгодоприобретатель, и справа у нас должник. Ничего нового. Давайте рассмотрим ходатайство следователю по особо важным делам. Здесь как раз справа должники. Здесь видим, что полковник юстиции, подполковник юстиции и от того, кто просит, в разных юрисдикциях прописаны, если мы видим ФИО и ИОФ. Ну и также с левой стороны в виде выгода приобретателя идет роспись и опять же новая юрисдикция с отсутствием одного из инициалов. Рассмотрим протокол об административном правонарушении. Можно не вдаваться в какие-то подробности. И смотрим первую подпись.
лицу, в отношении которого возбуждено дело. Первая роспись говорит о том, что да, все правильно, мне разъяснили мои обязанности. Смотрим дальше. Опять же, все росписи лица, в отношении которого возбуждено административное дело, везде одинаковые. Вот она, крайняя подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. И ниже, вот она черта, заканчивающая этот раздел, и идет подпись должностного лица, кто принимает решение. Вот они все просящие, либо же подписи по акцептам всем и подпись лица «Разрешаю оплату». Как же расписывались в давние годы. Троцкий, синяя ручка, первая подпись. Первая подпись. Ниже идет главнокомандующий, красный, цвет власти. Еще одна роспись, уже как участника. Давайте посмотрим еще один исторический документ, который был подписан 5 июня 1945 года в городе Берлине о капитуляции фашистской Германии. И смотрим, с левой стороны у нас маршал Жуков. Расписывается красной пастой, цвет власти. Дальше идет синяя подпись Эйзенхауэр. Подпись означает осведомленность синего цвета. Ну и две последние черного цвета, по большому счету ничего не значащие подписи. Подпись говорит о том, что он просто присутствовал и все это слышал. Есть еще очень интересный скриншот о том, как подписываются договора в Китае. В Китае до сих пор используют свою абсолютную печать. Как вы видите, здесь два человека, здесь один человек. Выгода приобретатель и должник. Все как положено. Никаких росписей нет, только абсолютная печать. Итак, сегодня мы рассмотрели, где чья подпись. Всегда важно понимать, что если документ составлен не вами, у вас всегда будет подпись просящего. Вы приходите вписать отказ от МАНТУ или каких-то других прививок. Это ваш документ. И инициатива этого документа исходит от вас. И только после этого врач берет этот документ, рассматривает и согласовывает, либо выносит определение на отказ. Поэтому всегда и во всех документах смотрите и находите правильную структуру. Всем всего доброго и здравия. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия.